Добрый день, уважаемые зрители! С вами снова я, Гузель Юсупова, и у нас сегодня в гостях Вероника Костенко, постдокторант Университета Тель-Авива и один из членов команды «Аутраж», исследовательского проекта, направленного на изучение миграции из России. Сегодня мы поговорим о том, какая же она мобилизационная волна миграции, то есть тех людей, которые уехали из России осенью 2022 года, что с ними произошло после отъезда, каковы их планы, а также о том, каковы их предпочтения политические и жизненные, и как они адаптируются к новым условиям, сильно ли они отличаются от первой антивоенной волны мобилизации. Обо всем этом нам расскажет сегодня Вероника. Ну что, едем дальше? Ник, спасибо большое, что ты к нам присоединилась из Хайфы, и спасибо, что ты продолжаешь делать исследования и занимаешься таким проектом, как «Аутраж», исследуешь российских релокантов в нескольких странах мира. Мы поговорили уже с Маргаритой Завадской о части вашего проекта, которая касалась политических предпочтений россиян, и то, как они участвуют в политике в принимающих сообществах. А с тобой хотелось бы поговорить об их общем портрете, их ценностях, надеждах и планах на будущее. Но вначале, для тех, кто нас не слышал, наш предыдущий разговор с Маргаритой, могла бы ты, пожалуйста, напомнить, о чем в общих чертах ваш проект и каких именно мигрантов он затрагивает? Спасибо, Гузель, что позвала. Значит, «Аутраж» — это проект, который мы начали сразу после начала войны. Вот сейчас у нас есть уже 3 волны опросного исследования, причем мы делаем как панельную часть, то есть мы опрашиваем одних и тех же людей на протяжении времени, так и то, что называется кросс-секционная часть, когда мы опрашиваем людей, которые недавно приехали, которые еще в предыдущих волнах наших не участвовали. То есть мы одновременно схватываем и динамику процессов, которые происходят с теми, кто уехал раньше всех, и видим, что происходит с теми, кто уехал позже, например, на волне мобилизации. И вот сегодня я бы хотела поговорить больше как раз о вот этих ребятах, которые приехали после мобилизации, которые уехали, да, потому что их было, во-первых, много, а во-вторых, про них больше всего домыслов, потому что еще мало исследований. Тех, кто уехали сразу там в марте, феврале, в апреле, они, в общем, уже более-менее понятно, что там за история. Там история довольно простая. Да? Это молодые, образованные, обеспеченные люди, как правило, с конвертируемой профессией, как правило, ну, очень многие из них, там почти 60% вначале было из IT, и остальные из науки, журналистики, часть из них были офисные работники, но в целом это более-менее интернациональные люди, которые и так работали часто в международных корпорациях, которые часто учились за границей, которые знали языки. В целом это был такой успешный молодой средний класс, как правило, из больших городов. И когда пошла вот эта волна мобилизационных отъездов, которая была, на самом деле, значительно более массовой, да, она значительно больше бросалась в глаза, стали говорить, что вот эти люди — это совершенно другие люди, они совершенно с другими целями едут, это совершенно другой там, возраст, гендер, и все будет отличаться в их политических предпочтениях, в их убеждениях. Они, в общем, вообще не политизированы, скорее всего. Дело в том, что они просто жизнь свою спасают, родине не хотят служить, значит, совершенно не в их политических взглядах. И для нас вот в этой третьей волне исследований, которую вот мы закончили обрабатывать сейчас, которую мы собрали, собственно, весной, да, весной-летом 23-го уже года, то есть когда эти люди уже немножко обосновались где-то, мы видим, что вот эти домыслы, они, в общем, очень расходятся с действительностью. Чем эти все-таки 2 волны отличаются или вообще никак не отличаются? Расскажи о тех, кто от мобилизации уехал. Чуть-чуть отличаются. Значит, как отличаются? Во-первых, если в начале войны уезжали пополам мужчины и женщины, то все-таки тут 60% на 40%. Конечно, мужчин уезжало чуть-чуть больше. Но не критично, не то, что уехали одни мужчины. Да? Мы должны понимать, что когда мужчины молодые вот эти уезжали от мобилизации, они все-таки, как правило, уезжали семьями или семьи приезжали к ним чуть попозже, но тем не менее
Ну, понятно, что есть какое-то количество мужчин там свободных, одиноких, да, вот поэтому мы видим ну, вот этот вот перевес в сторону мужчин. Все-таки понятно, что мобилизация в первую очередь касалась мужчин, хотя и не только. Но это не радикально, то есть это не 90/10, это где-то 60/40. Значит, что еще мы там видим? Мы видим, что немножко больше людей от мобилизации ехало из некрупных городов, даже из сельской местности, и из городов-миллионников, но не Петербурга, из Москвы. Тогда как первая волна послевоенная, она преимущественно шла из Москвы, Петербурга, ну, чуть, и в общем из самых-самых крупных городов. Мгм. Значит, по поводу того, что там происходит с возрастом. Это примерно тот же самый возраст, чуть-чуть помоложе, но в целом мобилизация ведь тоже коснулась в основном людей немного за 30-35. Мы понимаем, что призывали же людей, которые уже были в резерве, то есть те, кто старше 28 лет. Мгм. Поэтому совсем вот молодежь призывного возраста ехала на самом деле не так много. А вот ехали именно такие мужчины, которые же и ехали большей частью в первую волну. То есть и там был средний возраст или 4 года, и тут примерно тот же самый. Значит, что немножко отличается? Отличается немножко одинаковое количество детей у той и той волны, где-то примерно 30 с небольшим процентов людей имели детей. То же самое количество в браке, те же там 52-53%. Из большого города стало 82 против там, 86%, как это было. Ну, то есть незначительное снижение есть, но, в общем, все равно небольшое. Немножко менее обеспеченная эта волна. Да? То есть, например, если в первой волне 25% могли купить машину, то в этой уже 15%. На 10 процентных пунктов не очень большое снижение, но все-таки заметное. То есть мы видим, что эти люди чуть-чуть менее обеспеченные. Понятно, то есть они сидели и ждали, как бы, когда уж совсем петух клюнет, в то время как те, кто сразу могли уехать, да, могли себе позволить, они сразу и уехали. И те, и другие люди преимущественно в абсолютном большинстве с высшим образованием, это порядка 78%, там под 80%, и та, и другая волна с высшим Мгм. образованием. И, ну да, вот это такие основные параметры. Ну, я не могу не спросить, а политические предпочтения-то у них как-то отличаются? Вот этих волн? Мгм. Значит, политические предпочтения у них, в общем, не отличаются. Все они очень-очень плохо относятся к... Ну, сейчас давай про политические предпочтения чуть-чуть попозже скажу. Сейчас я скажу немножко про ценности, ладно? Сначала. Значит, я должна сказать, что иммигранты той и другой волны невероятно гендерно эгалитарны. Они в целом намного эгалитарнее в этом отношении, чем средние жители России. Большая часть из них считает, что ну, в общем, женщины должны иметь такое же право на работу, как мужчины, да, вот эти все вещи, которыми обычно замеряются гендерные установки, они у них очень эмансипаторны. Ну, настолько, что это довольно трудно было ожидать. Очень многие из этих людей были связаны с активизмом, были связаны с политической активностью, и поэтому, а может быть не поэтому, но в любом случае мы думаем, что это связано, да, как бы я бы не стала тут каузальность какую-то вводить, но то, что там есть корреляция, это безусловно. Значит, практически больше 40% и в той и другой волне сообщают нам, что они сталкивались с каким-то родом репрессий в России. Что люди понимают под репрессиями, это сложный вопрос, но в любом случае это то, что мы видим. Страх репрессий еще выше. Страх репрессий глубоко за 55, под 60% в обеих волнах. Интересно, что если в первой волне страх репрессий в принимающей стране был совсем невысокий, это было 11%, то во второй, ну вот в этой постмобилизационной волне это было уже 22%. Что, конечно, связано с некоторой реальностью, когда некоторые принимающие страны, очевидно, под давлением России, например, стали не пускать активистов в страну, да, так как было в Грузии,
или стали каких-то активистов преследовать прямо внутри страны, да, как это было в Кыргызстане. Ну, как бы слухи, хотя случаев мало, но слухи об этом очень сильно распространяются в иммигрантском сообществе, поэтому страх репрессий со стороны принимающего государства, хоть он все еще невысокий, но он, конечно, растет. И здесь что еще нужно сказать про страхи? Конечно, во второй волне намного выше страх призыва. Разумеется, эти люди уезжают от призыва, у них выше страх призыва, да, это совершенно ожидаемо. Тогда как ну вот сразу после начала войны он тоже был высокий, порядка 42, во второй волне он уже был 60. Да, ну то есть понятно, что эти люди от этого уехали. Значит, в первой волне порядка 73% определяли себя как людей общественно и политически активных, да, то есть в каком-то активизме. Во второй волне, то есть постмобилизационной, таких людей было 63%, ниже на 10% пунктов, но все равно это гигантский процент. Да? Понимаем, что это очень-очень много, и вообще в России в целом даже близко нет такого процента людей, которые занимаются какого-то рода активизмом. То есть это все люди, которые пытались что-то в России изменить, и которые, вполне может быть, это делали совершенно не в политических формах. Да? Вполне возможно, что они были связаны с каким-то НКО, помогали, я не знаю, детям, старикам, бездомным, да, и это такой другой вопрос. Но, тем не менее, это, конечно, важно заметить. Вот. Какая еще штука нас поражает? Нас поражает, ну, вот как бы вернемся к твоему вопросу о политическом доверии, да, отношениям такому политическому, да. Рита, наверное, Завадская уже про это говорила, но я чуть-чуть здесь скажу, что, значит, примерно 92% наших респондентов от постмобилизационных говорят, что они совсем не доверяют российскому правительству, и 6 говорят, что скорее доверяют. Да? То есть мы понимаем, что это такое тотальное и абсолютное недоверие, которое, ну, вообще-то тут как бы надо поискать. В то время как, например, по Левадовскому последнему опросу внутри России 56% доверяют, 25% скорее не доверяют и 13% совсем не доверяют. Да? То есть это совершенно другая в этом смысле картина. Что касается президента, мы видим то же самое. 2% из тех, кто уехал, доверяют, 3% скорее не доверяют, и 96% совсем не доверяют. Да? Ну, то есть, ну, там, извините, 2 и 96. То есть мы понимаем, что эти люди ни на йоту не верят власти, партии, правительству, и они, при том, что Левада последняя, да, сентябрь 23 года, замеряет отношение к президенту, как 76% доверяют. Да, то есть это кардинально расходящиеся. В этом смысле давно понятно, что мы не можем 100% доверять, простите за тавтологию, тому, что нам говорит Левада, не потому, что Левада нам врет, а потому что люди склонны здесь, ну, те, кто не хотят говорить хорошо про партию правительства, склонны не отвечать на опросы внутри России, как мы знаем. Но, тем не менее, мы понимаем, что вот те, кто уехали, да, это люди, которые в глубокой оппозиции. Да, то есть, как правило, они то есть именно к власти действующей они относятся плохо. Это, конечно, так. Это совершенно никак не связано с тем, как они относятся к тем, кто остался, как они относятся к своей стране, как они относятся к своим близким. Это абсолютно разные вещи. Да? И тут я бы хотела специально сказать, что это нужно очень конкретно разводить. Значит, что касается связи с Россией, неожиданным образом связи с Россией, которые мы уже видели, что в начале войны были очень эмоционально нагруженными, очень сильными, люди продолжали оставаться в контакте со своими близкими. За некоторым исключением межпоколенных конфликтов, когда люди нашего возраста ссорились со своими родителями, которые демонстрировали провоенные взгляды, в целом отношения людей с теми, кто остался, сохранялись. И даже когда прошел первый эмоциональный момент, да, когда все очень переживали начало войны, да, очень ссорились на тему уезжать, не уезжать,
кто как относится, очень многие отношения, как мы видим по нашей панельной выборке, были восстановлены. В том смысле, что люди А когда последний раз вы замеряли? летом 23 года, мы видим, что это мы еще в частности видим по интервью, потому что мы собрали в нашем партнерском проекте уже больше 600 интервью с людьми, и мы там подробно с ними обсуждаем именно вот эти эмоциональные аспекты. И многие люди нам рассказывают такую вещь, что даже с теми родственниками, с которыми они поссорились в начале войны из-за разности их политических взглядов, часто они возобновили из-за границы отношения, но стараются не обсуждать политические темы. Они стараются прийти к некоторым нейтральным темам. Они, конечно, многие говорят, что это выхолащивает некоторую глубину отношений, но тем не менее сохраняет связи. И это очень важно, и для многих людей это все равно терапевтично и поддерживает. Вот. А что касается связей с теми, кто не находился по другую сторону баррикад, это вообще очень сильные связи. То есть экономические связи с Россией у диаспоры этой новой очень сильно ослабляются, потому что люди уходят из российских компаний, люди закрывают российские бизнесы, люди стараются перетащить то, что у них было там фрилансерское, в другие страны, и это очень заметно. То есть если в начале войны большая часть людей сохраняла свои удаленные работы в России, то сейчас это уже далеко не так. Очень многие переориентировались на международные компании, кто-то переориентировался на местные компании, кто-то ушел в фриланс. В целом мы видим, что зависимость от российской экономики у этой миграции резко упала за этот год. Это было связано с тем, что российские компании стали увольнять большие, да, то есть там был выбор либо возвращаться, либо увольняться. Это связано с тем, что некоторые люди прямым текстом говорят, что они не хотят платить налоги, которые пойдут на войну. Некоторые люди считают, что это просто небезопасно, да, что это все время как на пороховой бочке, непонятно, закроют, не закроют, поэтому они все время искали варианты. Кто-то подучил язык, которого ему не хватало. Но, тем не менее, вот за уже сколько, да, полтора года войны мы видим, что вот эта связь очень сильно ослабла. При этом эмоциональная связь не ослабла. Люди по-прежнему ездят в Россию. Кто может, кто не под преследованием. Люди сохраняют общение. Люди очень сильно доверяют другим уехавшим. Да? Вот эта штука с ризомой, про которую мы писали после первой волны, не знаю, может, ты читала, мы говорили о том, что вот эти вот диаспоры в разных странах, они образуют такую ризому. Они все друг друга дергают звоночками, ты как у вас, как у нас. Все знают, в каких странах какой визовый режим, паспортный режим, как можно устроиться. И это сохраняется. То есть мы видим, что люди продолжают друг к другу ездить в разные страны, посещать какие-то события и организовывать события в тех странах, куда всем легче прилететь. И уровень доверия вот как бы между своими внутри диаспоры российской невероятно высок. И он, более того, он и был очень высок в первой волне, но он еще вырос. То есть там уже, я думала, что там уже будет так называемый эффект потолка, когда, ну, если уже очень высокое доверие, но уже особо расти дальше не может. Но, вообще говоря, оно продолжает расти. И еще одна важная вещь, которую я бы хотела тут сказать про эмоциональное состояние. Надо сказать, что эмоциональное состояние людей, которые только что уехали, вообще традиционно плохое. Никому не весело. Да? То есть это частая такая иллюзия, что вот они уехали, им там отлично, а мы тут, значит, нам тут очень тяжело. На самом деле всем тяжело. Тем людям, которые уехали, тоже очень тяжело. В частности, мы видели, что там, кстати, есть интересный гендерный эффект. Женщины хуже переносят, на самом деле, иммиграцию, особенно в начале, чем мужчины. В частности, например, у нас был вопрос, чувствуете ли вы печаль, грусть, ну, вот эти вот такого рода чувства вот часто в последнее время. И вначале мы видели, что 65% женщин говорят, что они постоянно испытывают тревогу, печаль и грусть. И примерно 46% мужчин. Ну, тут еще есть гендерная специфика, да, мы понимаем, что
Все-таки даже эти довольно гендерно-эгалитарные мужчины из России все-таки довольно патриархатном воспитанном обществе, да, где не принято говорить про свои страдания, про свою депрессию, да, это все такая довольно табуированная для мужчин тема, хотя в этом поколении, конечно, меньше, чем во многих других. Но, тем не менее, там был большой разрыв, 20%. Со временем мы видим, что это довольно радикально снизилось. То есть мы видим, что среди женщин это стало там ниже 50%, 40 с чем-то, среди мужчин это стало 30 с небольшим процентов. То есть мы видим, что намного снизилось вот это ощущение тревоги и тоски. А что касается ощущения того, что, ну вот, то, что называется well-being, да, субъективное благополучие, которое вначале было в районе там 30% для мужчин и женщин, опять же, пониже для женщин, повыше для мужчин, оно все-таки выросло и значительно, оно выросло до 47%, причем схлопнулись гендеры. Вопрос такой, а по странам какая-то разница есть? Это зависит от того, в какой стране в итоге оказался человек? Или все-таки в целом, можно сказать так, по всем странам? Значит, это цифры по всем странам. Я еще, ну, на самом деле мы только, в общем, более-менее очистили данные, поэтому у меня нет этой разбивки именно по странам. Значит, но по странам, что я могу сказать? Есть некоторые различия по странам, связанные с тем, какой там был режим адаптации. То есть в тех странах, где люди чувствуют себя очень прикарно, где у них есть ощущение, что их могут в любой момент выгнать, в любой момент изменить визовое законодательство, в любой момент что-то может произойти. Как, кстати, случилось в Турции, когда там в один момент, да, прекратили выдавать эти ВНЖ людям, которые там на туристических основаниях, а многие уже сняли квартиры. Ну, то есть это было очень драматическое изменение для многих. Или, например, как на Кипре, когда в какой-то момент заблокировали банковские карты очень многим россиянам, причем даже тем, кто жил там по много лет до всякой войны. Вот такого рода вещи очень резко били по ощущению уверенности, по ощущению вообще, что есть какое-то будущее. И, и еще была такая штука, что дискриминационные практики институциональные, когда власти или банки не дают что-то делать просто потому, что у тебя русский паспорт, да, а если у тебя другой паспорт, то дают. Вот такого рода практики очень сильно ухудшали состояние. И, кстати, большинство иммигрантов говорят про то, что есть институциональная дискриминация вот такого рода, да, но очень мало кто говорит про дискриминацию на межличностном уровне. То есть это все-таки редкость, а вот именно когда из-за паспорта ты не можешь перевести деньги, ты не можешь, вот какие-то вот эти вещи, это абсолютно повсеместно. И еще там есть разница между странами вот какая. Есть страны, которые умеют принимать мигрантов, у которых есть под это инфраструктура, есть деньги, есть министерства специальные, есть курсы языковые, есть какие-то наработанные институциональные механизмы. Да? Например, такие как Германия и Израиль. Они постоянно принимают мигрантов, вообще ни для кого не сюрприз. Хорошо, приехало больше мигрантов, чем обычно, но, тем не менее, просто эта машинка перенапряглась и немножко там, может быть, пробуксовала, но машинка есть, да, машинка едет. Поэтому и понятно, что и Германия там, в общем, очень быстро стала давать ВНЖ людям, в частности, квалифицированным специалистам, но даже не только, потому что миграционное законодательство в последнее время в Германии резко упростилось. Да? То есть сейчас, на самом деле, намного легче получить в Германии все, что угодно. Поэтому очень многие получили ВНЖ, а ВНЖ – это совершенно другие правила игры. Да? Ты не чувствуешь себя на нелегальном положении, ты не чувствуешь себя туристом, да, который тут подзастрял. Ты не вынужден ездить с виза-раном туда-сюда, как ты вынужден там, например, в Черногории, а ты, в общем, более-менее чувствуешь себя вправе что-то нормально устраивать. И в Израиле. Понятно, что большая часть людей, которые уехали в Израиль, уехало много, почти 100 тысяч, в общем, все-таки все получили гражданство. И понятно, что когда ты гражданин, и под тебя тоже заточены там курсы языковые, какие-то разные адаптационные схемы, то это несколько другая история.
Значит, люди, которые приехали в такие страны, как Грузия, Армения, Казахстан, Сербия, разумеется, столкнулись с ситуацией, что никто не был готов к этому потоку. Но эти страны просто никогда не принимали такого потока мигрантов. Они, в общем, и никакого-то особо потока мигрантов не принимали, скажем честно. Да? Там, в общем, всегда была миграция в другую сторону. Казахстан не совсем, Казахстан все-таки принимал некоторую миграцию из Центральной Азии, из таких стран, как Таджикистан, Туркменистан немножко и Узбекистан, но все-таки не такие потоки, по крайней мере, уж точно не квалифицированного труда и не такие массовые, да, не такие одномоментные. Вот. И вот в тех странах, где вообще никто не знал, чего делать, где людей отправляли по разным местам, они, значит, везде пытались что-то сделать, правила менялись на ходу. Это все каждую неделю было по-разному, потому что просто машина пыталась как-то государство справиться с ситуацией. Да, вот это на самом деле очень сильно подрывало и доверие институциональное, и вообще ощущение, что мы можем как-то тут нормально устроиться. Ну, кто-то с этим справился, кто-то с этим не справился, уехал. Но в целом вот эта страновая разница, она была значительной. Логичный вопрос из того, что ты с последнего сказала. А какие у них планы? Я скажу вот какую вещь. Мы спрашивали такой вопрос, частью какого сообщества вы себя ощущаете сейчас. Потому что нам было довольно важно про вот эту идентичность. И есть, там была возможность отвечать, ну, как бы выбирать несколько вариантов. И у нас есть порядка 15%, которые говорят, что они все равно в первую очередь, ну, как бы в России. Они как бы головой остались в России. Да? И есть еще 17%, которые говорят, что они чувствуют себя в изоляции, и еще 27%, которые говорят только частью своей семьи и близких. Вот это люди, которые чаще других склонны размышлять о том, что, может быть, им надо вернуться, которые не склонны к активизму в принимающем обществе, не склонны к какому-то политическому участию, и которые, в принципе, труднее, чем многим другим. Да, то есть мы не можем говорить, что все там устремлены, значит, в какое-то прекрасное будущее, которое они видят, как они, значит, построят. Но при этом мы видим, что 37% говорят, что они чувствуют себя гражданами, и 25% чувствуют себя европейцами, и 22% говорят, что они чувствуют себя членами того сообщества, той страны, где они сейчас находятся. И это очень, на самом деле, позитивно. И есть еще некоторые такие интересные вещи, когда люди говорят, что они чувствуют, 57, на самом деле, большая часть людей чувствует себя а, частью сообщества уехавших россиян, и мы прям видим, что происходит формирование этой идентичности уехавших россиян. Этого не было еще сразу после войны, а вот сейчас оно уже есть, и большая часть людей себя так определяет, именно как уехавшие россияне, и именно поэтому вот эти диаспоральные связи так сильные, да, потому что вот как бы, и возможно, что мы увидим некоторый политический запрос на репрезентацию этого сообщества в тех странах, где много. И еще есть довольно много, 23%, не очень много, но все-таки заметно, людей, которые говорят, что они чувствуют себя частью России будущего. То есть они, ну, на самом деле люди, которые вот то, что называется первым рейсом. То, на кого работают многие НКО, да, когда планируют некоторое российское будущее послевоенное, да, может быть, послепутинское. Это те люди, которые ждут не дождутся, когда же можно будет уехать. Да? Часто это препятствует их интеграции, да, потому что если ты немножко на одной ножке, ты вот готов в любой момент сорваться обратно, это, ну, во-первых, это может быть иллюзия, да, мы знаем, что в такой иллюзии, в частности, пребывали очень многие белые мигранты, когда они, значит, после революции уехали в Европу и думали, что вот-вот, значит, большевики, разумеется, падут, а мы, значит, поедем к себе домой и будем, значит, продолжать нашу жизнь. Это может быть иллюзия, которая может быть очень опасна для построения будущего. Но при этом это, ну, вообще-то говоря, важно, что все-таки людей, которые реально хотят вернуться. Вот. Что будет делать сообщество уехавших?
все-таки, конечно, сейчас многие люди уже приходят к тому, что они хотят интегрироваться. Они, может быть, хотят интегрироваться не в то общество, куда они сразу попали, потому что то общество, куда они сразу попали, это, как правило, случайность. Это было связано с тем, куда можно было выехать, где можно было без визы, где можно было даже без загранпаспорта. Мы знаем, что было 4 страны, куда можно было без загранпаспорта въехать. Соответственно, это Армения, Кыргызстан, Казахстан и Беларусь. Ну, в Беларусь никто не ехал, но тем не менее. Мало кто ехал, там опасно было очень. Вот. Но понятно, что вот этот первый выбор, это часто не тот выбор, на котором люди остановились. Да, многие ехали дальше. Но вот сейчас уже люди начинают потихоньку оседать. Потому что, во-первых, они более-менее поняли, где им нравится, где им не нравится, что их устраивает, что их не устраивает. У многих все-таки, у трети есть дети. Да, значит, дети должны ходить в какую-то школу. Это, на самом деле, очень сильно тормозит процесс постоянного переселения. Если бы людям было там 22 года, это одно, а все-таки это средний возраст 35 лет. Да, это многим как-то надо осесть. Соответственно, мы понимаем, что у них появляется несколько больший горизонт планирования. Это, кстати, мы отмечаем и в интервью. То есть люди говорят о том, что все-таки они перестали думать на 3 дня, 3 недели вперед, а все-таки они уже думают на 3 месяца, на полгода, даже некоторые уже думают на год вперед. Это кажется большим достижением. Но понятно, что некоторая перспектива все-таки появляется. Все-таки появляются какие-то знакомства, какие-то, может быть, бизнес-партнерства, какие-то творческие партнерства у людей творческих профессий. Начинают завязываться какие-то коммуникации, и все-таки появляется надежда, что что-то можно сделать, потому что, между прочим, много очень из этих людей это активные люди, которые делали свои бизнесы, которые создавали некоторые новые проекты, то есть у них вполне себе есть эти навыки, есть менеджерские умения, и они стараются интегрировать то, что они умеют, в новое общество, и поэтому у них появляются некоторые новые перспективы. Не факт, что если вдруг завтра, значит, закончится война, будет можно приехать в Россию, они не приедут, может быть, и приедут. Но мы должны понимать, что каждый следующий месяц и год, который люди проводят в эмиграции, снижает шансы на то, что они вернутся, разумеется. Вот это, наверное, все, что я про это рассказать. Спасибо большое, Вероника. Очень интересно было поговорить. И я надеюсь, я знаю, что вы будете продолжать исследование. Я надеюсь, может быть, нам удастся как-нибудь еще через некоторое время пообщаться на том, что же происходит с нами, уехавшими, и каковы наши надежды, и как трансформируются наши идентичности. Спасибо большое тебе.